привет! Сегодня будем вязать такой яркий полосатый кардиган. Вяжется очень легко, достаточно знать лишь, как вяжутся столбики без накида. Все, в принципе, из этого будет состоять все наше полотно нашего кардигана из столбиков без накида. Что касается пряжи, черный цвет у меня Alize Lana Gold Classic. Вот такая пряжа, состав у нее 51% акрил, 49 шерсть, в 100 граммах 240 метров, цвет черный 60. Это Alize Lana Gold и Alize Super Lana Maxi. Вот он. Состав 75 акрил, 25 шерсть. В 100 граммах 100 метров. Цвет фуксия у меня 149. Смотрите, в принципе, это одинаковая пряжа. Различие ее лишь в том, что состав немного разный и толщина нити. Вот фуксия у меня толстенькая, видите, а черная чуть-чуть потоньше. Вот. А для чего я это взяла такую разную толщину? Смотрите, как в полотне это сочетается. То есть я хотела, чтобы яркий цвет был пошире, полоса, темный чуть-чуть поуже. В принципе, если брать, можно брать одинаковые толщины, к примеру, вязать только из Super Lana Maxi, либо только из Lana Gold. Просто у вас будет полосочки одинаковой толщины. Я вязала крючком номер 7. Можете взять 6, 7, 8, я думаю. Тоже получится хорошо. Вяжем не плотно, слегка свободными петельками. И, как всегда, коротко расскажу, как будем вязать. Все, опять же, очень просто. Все наше вязание состоит из прямоугольников, а точнее у нас будет 4 прямоугольника, никаких убавок, никаких прибавок. Единственное, в чем такая необычность этого кардигана, будет у нас необычное расположение, как бы у нас перед будет перетекать в спинку, то есть это один прямоугольник, то есть вот начало как бы переда, и как бы вот так он огибает спинку и заканчивается на спинке. Точно такая же другая часть. И рукав пришивается тоже. Это прямоугольник у нас, просто я заузила, вам показала, как будет смотреться с резиночкой. Тоже обвязываем все наши эти половинки резиночку, тоже все покажу. И почему здесь пространство осталось, как вы видели уже из видео. Вот тут сзади на резиночке у нас будет шнуровка, которая и будет соединять наши вот эти половинки кардигана. Все очень просто. На перед и спинку, вот этот единый прямоугольник, я набирала изначально 35 петель. На рукава я набирала 68 петель. В принципе, можно приступать. Начинаем вязание с нашего переда-спинки. Набираем 35 воздушных петель. Делаем это стандартным способом. Заводим крючок под нить рабочую. Вытаскиваем рабочую нить. И здесь закрепилась нить. Вот эти петельки не стягиваем, чтобы вязание получилось неплотным. Набираем 35 воздушных петель. Набрали 35 воздушных петель. Я вам покажу на уменьшенном образце, чтобы мне не набирать все количество петель нужных. Вот, набрали 35 воздушных петель. Потом немного разворачиваем на бочок наше вязание. И видим вот эти перемычки. Вот, вот. И сейчас за них будем вязать столбики без накида. Первую вот эту пропускаем, вяжем во вторую. Вяжем до конца ряда свободными петельками. Довязали почти до конца. Вот наша последняя должна быть петля. Провязываем ее, но не до конца. Сейчас будет смена нити. Берем нашу другую нить, черную, и нашим крючком продеваем эту черную нить через 2 наши петли. Все, так происходит смена нити. В конце каждого ряда делаем всегда петлю подъема и разворачиваем. Теперь в каждые петли, вот эти, в каждые полные петли будем вязать столбики без накида. Вяжем до конца.
Так, довязали до конца. Последняя остается петля. Провязываем ее полностью черным цветом. Делаем петлю подъема, разворачиваем вязание. Смотрите, у меня весь кардиган состоит из полос каждого цвета по 2 ряда. То есть я сейчас связала 2 ряда розовым, сейчас один раз черным, я сейчас еще один ряд сделаю черным, потом смена будет 2 ряда розовый, 2 черный, 2 розовый, 2 черный. И так все полотно. Смотрите, уточнение. По краям нам нужно закончить именно цветной, как в данном случае розовой пряжей, потому что, к примеру, вот у нас перед, и здесь будет у нас резинка, у меня она будет черная, и если мы закончим черной пряжей и будет черная резинка, будет слишком широкая полоса черного темного цвета. Поэтому у меня начинается и заканчивается прямоугольник именно розовой пряжей. Точно так же нужно будет сделать и на рукавах. Продолжаем вязание. Нам нужно закончить второй ряд черного цвета. Вяжем, смотрите, здесь со второй петельки от крючка. Вот она первая петля. Вяжем во вторую. Все, столбики без накида. Так, довязываем. Сейчас будет смена опять нити на розовую. Вот наша последняя петля. Провязываем, но не до конца. Вытаскиваем рабочую нить. И вот она у нас. Мы не отрезали розовую. Перекладываем вот сюда повыше. Захватываем ее. Продеваем через 2 черные петельки. В конце каждого ряда делаем петлю подъема и разворачиваем вязание. И дальше вяжем опять 2 ряда розовым цветом. Вяжем так до конца весь наш прямоугольник перед-спинка, перед переходящей в спинку. Сейчас я вам покажу, сколько полосок каждого цвета у меня получился на вот этом прямоугольнике. Так, смотрите, это одна из половинок моего переда-спинки, то есть вот этот прямоугольник. Вот он какой большой получился. Здесь у нас 25 розовых полос, 24 черных полос. Но помните, что каждого цвета по 2 ряда. Так, вот она одна половинка. Вот вторая половинка. Вяжем наши рукава абсолютно идентично, только вместо, как мы набирали на переде и спинке 35 петель, мы набираем 68 петель. И также вяжем. Так, у нас готово 2 половинки переда и спинки. Вот это наши 2 прямоугольника. Ширина каждого прямоугольника получилась примерно 39 сантиметров, а в длину 100 сантиметров. Далее вот наши рукава, которые 2 коротеньких прямоугольника. Вот они. Вот это наши вот эти 2 прямоугольника. Здесь у нас получается 8 розовых полос и 7 черных. Сейчас скажу по ширине. Ширина одного прямоугольника примерно 29 сантиметров, а длина 82 сантиметра. И сейчас будем сшивать наши половинки кардигана. Нам нужно пришить один большой прямоугольник и один поменьше прямоугольник наш рукав. То есть линии будут перпендикулярно друг другу, линии нашего переда перпендикулярно линиям на рукаве. Сейчас покажу на одной из половинки нашего кардигана. Еще небольшое уточнение. У нас получилась вот такая, ну, по сути, это лицевая, вот эта изнанка. Так, смотрите, подальше покажу. Вот это лицевая, вот это изнанка. Видите, отличается тем, что здесь вот такие как бы петельки получились. В принципе, можно и эту сторону взять за лицевую. Но мне больше нравятся вот эти зигзаги, как получились на лицевой. Поэтому у меня эта лицевая будет сторона на всех прямоугольниках. Берем наш маленький один прямоугольник и наш прямоугольник побольше и складываем таким образом. Большой прямоугольник складываем лицом, лицевой стороной друг к другу. Все выровняли, сложили и складываем наш маленький
прямоугольник тоже лицом друг к другу. Далее прикладываем наш маленький прямоугольник, сложенный, к большому прямоугольнику, вот таким образом. То есть это у нас плечико будет, это продолжение рукава. И сшиваем вот здесь, сначала спереди, доходим до плечика и с обратной стороны пришиваем, вот так складываем и по шву сметываем, пришиваем наши вот эти два прямоугольника. Далее, когда будет пришит рукав к нашему большому прямоугольнику, можно пришить вот эту оставшуюся часть. Берем иголку с широким ушком и сшиваем. После того, как мы пришили рукав вот по прямоугольнику с этой и обратной стороны, сшили вот этот маленький отрезочек, теперь можно пришить вот эту нижнюю часть рукава. Мы сшили все наши прямоугольники по всем швам, здесь по шву. Теперь займемся краем нашего рукава. То есть сейчас будем вязать резинку, чтобы хорошо держалась на руке. Для этого провяжем черной нитью от начала и до конца по всей окружности рукава столбики без накида в каждую розовую петельку. Так, а вот он край нашего рукава. Берем крючок чуть-чуть поменьше, у меня это 5. Начиная, к примеру, от шва, продеваем в косичку черную нить нашу, делаем столбик и так по всей окружности вяжем в каждую петельку столбики без накида. Так, мы провязали по кругу пройму нашего рукава, там где будет резинка. И сейчас будем вывязывать резинку. Вот наш рукав. Последняя петелька. Соединили черную пряжу, конец и начало. И сейчас я хочу связать ширина моей резинки будет примерно 6 сантиметров. Для этого, вот не обрезая, не заканчивая вязание, я набираю 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Далее со второй петли от крючка вяжем 6 столбиков без накида. То есть вот эту пропускаем и во вторую. 6 столбиков без накида. Так, 6-й столбик. Дальше у нас осталась одна петелька. Ее полностью не провязываем. Проводим крючок, вытаскиваем нить, оставляем 2 петли на крючке. Дальше момент какой. Смотрите, ищем следующую свободную нашу петельку на полотне. Вот она. Но нам нужна следующая. То есть будем вязать через одну свободную петлю на крае по рукаву, потому что у нас очень широкий рукав. Его нужно сузить как минимум вдвое. То есть если бы у нас был не такой широкий рукав, мы бы вязали в каждую петлю по краю нашего рукава. Но так как у нас очень широкий рукав, мы будем заужать его, поэтому будем вязать через одну. То есть смотрите, вот, к примеру, свободная петля, вяжем через одну. Проводим сюда крючок, вытаскиваем петельку. У нас 3 петли на крючке, соединяем их вместе. Можно чуть-чуть затянуть потуже, чтобы здесь не сильно большая была, вот тут не сильно было большое отверстие. Далее ищем следующую свободную петлю, то есть вот эту мы задействовали. Ищем следующую петлю и через нее, через одну, вяжем столбик без накида. Тоже потуже можно, чтобы вот тут сильно большие дырочки не образовывались. Все, провязали столбик без накида, разворачиваем. И по этой цепочке со второй петли от крючка в заднюю полупетлю вяжем 7 столбиков без накида. Так, вот первая петелька, вот вторая, и за заднюю стеночку петли вяжем 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4,
7 столбик, закончили. Делаем петлю подъема в конце, с краю здесь нашего рукава делаем всегда петлю подъема, разворачиваем и вяжем дальше. Точно так же весь наш рукав вяжем за задние, вот у нас косичка, вот за вот эти задние дужки наших петель, чтобы у нас образовалась резиночка. И тоже со второй петли от крючка, вот эту не считаем, вяжем вот в эту, во вторую петельку, точнее за заднюю стеночку. 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. 6 столбик. Да. Вот он, 7 столбик остался, 7 петля точнее, он так иногда чуть-чуть утопает, но его вот так подтянуть нужно. А также провязываем не до конца, оставляем 2 петли на крючке. Далее ищем, вот эта наша петля задействована, вот она следующая свободная, и вяжем через одну, то есть во вторую свободную петельку. Провязываем 3 петли на крючке и провязываем рабочей нитью через все 3. И тоже чуть-чуть подтянем, чтобы здесь были небольшие отверстия. Далее ищем свободную петельку, вот она, и через одну вяжем. Столбик без накида. Все, разворачиваем вязание и вяжем точно так же по всему рукаву. Смотрим, что у нас получилось. Вот довязали нашу резинку. Теперь нужно ее соединить. Отрезаем небольшой хвостик для пришивания резинки друг к другу. Вытаскиваем ниточку. Берем иголку с широким ушком. И, наверное, желательно с изнаночной стороны, чтобы не было видно вообще ничего. Чтобы не было видно никакого шва. Пришиваем вот так друг к другу с изнаночной стороны. Просто обычным шовчиком. Вот такая классная резиночка у нас получилась, но мне она все равно до сих пор широковатая. Все-таки у нас очень большой, вот такой ширины, с такой ширины мы сузили аж вот до такой маленькой резиночки. Все равно мне еще хотелось бы поуже резиночку, чтобы она прям облегала запястье. Для этого я предлагаю взять вот такую эластичную ниточку. Я показывала, как ею стягивать рукав на розовом свитерочке на самом первом ролике. И то же самое предлагаю сделать на этом рукаве, на этом кардигане. Вот видите, она такая эластичная. Предлагаю продеть резинку в 2 нити для большей прочности. Берем иголку с широким ушком. Берем наш рукав с изнаночной стороны, а будем продевать вот так через, как бы змейкой, через одну, через 2 петельки, как удобно, как получится, в принципе, неважно. И потом стянем в конце. Резиночку продели, теперь она такая эластичный манжетик на рукаве получился. Примеряем по своей руке. Все отлично, у меня прилегает теперь, намного лучше, не так свободно. В принципе, этого можно и не делать, кто как хочет. Делаем аналогично на втором рукаве. После того, как мы обработали край рукава резиночкой, теперь нам нужно вывязать резиночку по вороту здесь и здесь по низу. Напоминаю, что мы сначала провязываем просто по краю столбики без накида, как мы делали здесь по кругу на рукаве. Также здесь по вороту просто столбики без накида черной пряжей. Потом буду вывязывать резиночку сначала по низу, здесь начиная от угла. Я сделаю ее на одну петельку побольше, чем на рукаве. Здесь я набирала изначально на 8 воздушных петель, здесь будет 9, но чуть-чуть пошире будет. Начинаю от одного уголочка, вяжу по всему низу и заканчиваю здесь, на другой стороне. Потом присоединяю уже сюда и здесь буду вязать резиночку по вороту. Здесь я тоже наберу 9 воздушных петель и от одного уголочка вяжем и вяжем до другого
уголочка. Встретимся, когда закончим обе детальки. Единственное уточнение, когда мы будем вывязывать резинку по низу и по вороту кардигана, мы будем ввязать резинку в каждую петельку по нашему контуру, который мы провязали. Потому что, как мы помним, в рукаве мы вязали через одну. Это мы делали для того, чтобы стянуть рукав. Ворот и низ кардигана нам стягивать не нужно, поэтому будем вязать в каждую петельку по краю нашего кардигана. И еще хочу уточнить один момент интересный. Если вы захотите, чтобы ваш кардиган был на пуговицах, вот я в данном случае хочу, чтобы он у меня был застегивался на пуговичке, нужно нам по одной из сторон, вот в данном случае у меня здесь, вырезать на резиночке отверстие для пуговичек. Для этого сначала вам нужно определиться с расположением пуговиц. У меня они примерно здесь будут. И сейчас я вам покажу, как вывязать вот отверстие. Я уже первое провязала. Как вывязать отверстие на резиночке. Очень все просто. Сейчас я вам вот приближу вот этот отрезок. Вот край нашей резинки. Вот делаем петлю подъема, как обычно. Разворачиваем вязание. И в зависимости, конечно, от размера ваших пуговиц это нужно делать. Ну, сами смотрите по месту. В общем, вяжем, к примеру, как в моем случае, 2 столбика без накида вот по нашей резинке. Потом вяжем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Потом на нашей косичке пропускаем эти 3 петли. 1, 2, 3 и в 4-ю, но опять же за заднюю стенку, потому что мы также вяжем резинку. В 4-ю вяжем столбик без накида. Далее, как обычно, вот наш спрятанная петелька. Ее провязываем. Сначала вытаскиваем на крючок, ищем следующую петельку, провязываем, потом следующую столбик без накида, разворачиваем. И все абсолютно так же, как и на резинке, провязываем за задние стеночки петли нашу резинку. Вот у нас уже образовалось 2 отверстия для наших пуговиц. И делайте нужное вам расстояние от пуговиц друг от друга. А также, если у вас, к примеру, пуговички поменьше, то... К примеру, у меня здесь 3 воздушные петли я делала, делайте 2. Учтите, что пряжа, в принципе, растягивается. Прям под сам размер пуговиц не нужно делать. Она, видите, большая у меня пуговица. Она растянет пряжу ее, так что не обязательно делать слишком большие отверстия. Главное, чтобы просто туда легко входила пуговичка. Ну, вы сами все примеряйте, пробуйте. И все, в принципе, так вяжем до конца. Итак, мы на финишной прямой. У нас все готово. 2 абсолютно идентичные половинки кардигана. Пришили пуговицы, ну, кому нужно. Сделали отверстие, провязали резиночки на рукавах и по проме по низу. В принципе, осталась только лишь шнуровка. Как мы ее делаем? Для этого берем нашу розовую нить. Я хочу шнурок связать в 2 нити. А также можно связать и добавив черную нить, к примеру. Вот так, к примеру, одну розовую, одну черную. Я хочу просто розовенькую, чтобы контрастно было на черном цвете видна шнуровка. Шнур вяжется наипростейшим образом. Берем чуть-чуть побольше крючок и делаем просто воздушные петли, цепочку из воздушных петель. Количество петель и длину регулируйте сами. То есть, как провяжете какое-то количество петель, не обрезая нить, приложите, сделайте шнуровку сзади. Если достаточно, обрезайте. Если нет, то просто довяжите нужное количество. Разворачиваем кардиган спинкой к нам. И сейчас будем шнуровать. Для удобства дырочки можно проделывать каким-нибудь крючком потолще, чуть-чуть раздвигать пряжу в резинке и продевать шнуровку. Шнуровка готова, наш кардиган полностью готов. Самое время сделать классные фотографии. А я вас всех жду на своем инстаграме. И сейчас покажу, как он выглядит на мне. Всем пока!